Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня хочу предложить вам связать красивый стильный пуловер такими вертикальными косами, таким вертикальным получается узором, который очень стройнит, зрительно-визуально вытягивает силуэт, подойдет для любого возраста и размера эта модель, практически идеально подойдет. Смотрите, V-образный вырез, горловины очень рекомендуют женщинами с полными бедрами. И вот смотрите, V-образный вырез, да, вот на него я сейчас, с него-то я, наверное, начну обзор этой модельки. Обратите внимание, как он оформлен. Мне очень понравилась эта идея. Конечно, это машинная вязка, здесь вот все сшивается, ничего страшного. 3 петли, девочки, здесь вот в этом месте часто спрашивают новички, как оформить. 3 петли. Делаете, вяжете вместе одной лицевой, выделяете центральную петлю, будет красиво смотреться. Но смотрите, какая фишка. При вот этом оформлении вяжется в начале, вот вы подняли петли, да, после того, как вы сшили плечи, вы поднимаете петельки, вот здесь по вырезу, по спинке, по переду, подняли. Первый ряд вяжете изнаночными, видите? А следующий круговой ряд идет лицевая гладь. Я смотрю, там, это машинная вязка, скорее всего, один ряд лицевой гладь, и только после этого вы приступаете к резинке 1 на 1. Представляете, какая интересная концепция, да? Оформления выреза. Мне так понравилась эта идея. Так что вот я вам ее приблизила, да? Классно придумал дизайнер. Все-таки какая-то изюминка, да? Смотрите, у спинки и переда разная плотность. Сейчас я вам покажу. Спинка, она не с косами оформлена. Вот, видите, как оформлена спинка. Спиночка идет сочетание 8 лицевых петелек и 10 изнаночных. Вот. От центра идет распределение узоров, то есть от центральной вот этой полосы на 8 лицевых. Поэтому плотность получилась немножко другая, и количество петелечек тоже немножко отличается от спинки и переда. Распределила петли так, чтобы по вырезу горловины поменьше было. Но здесь нет косы, соответственно, да, по центру, поэтому здесь меньше петелечек на вырез горловины приходится, и на плечи тоже чуть меньше. Поэтому не удивляйтесь, что там будет у вас в расчетах, в моем описании, которое я выкладываю под видео, будет вот такая немножко нестыковка по петлям, да, у спинки и переда отдельно я написала, то есть они не одинаково вяжутся, поэтому вот такой нюанс сразу вам рассказываю, да. Дальше смотрим. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Вот так смотрится красивая такая модель. Еще раз приближаю вам, косички показываю. Очень интересная, легким таким узорчиком. Несложный, совсем несложный, и в то же время такой эффектный. Да? Рукавчики вяжутся вообще без узора. В оригинале вы можете, конечно, эту косу вставить в серединочку по центру, будет тоже красиво смотреться. Ну, в принципе, и можете даже и не стоит, потому что переборщить это тоже как бы, да, пересолить, да. То есть вот все гармонично в этой модели, на мой взгляд. Вот все как задумал, так, наверное, надо делать. Очень красивая, оригинальная вещь, которая, как я говорю, будет сделать стильно любую даму. Любую женщину, девушку. Итак, мои хорошие, если вас я убедила, что модель реально стоящая, я сейчас вас еще больше поражу красивой пряжей, которую я выбрала для данной модели. Очень топовый такой вариант пряжи, цвет очень красивый. Вот, и пряжа.
сама по себе, может быть, она кому-то покажется дорогой, но на самом деле это бюджетная пряжа, самая бюджетная пряжа. Покупаю пряжу на сайте «Рукоделие Ростов». Кому интересно, это интернет-магазин, по-моему, там даже что-то с гипер связано. То есть выбор огромнейшей пряжи. Если пряжа кого-то не устраивает, можете взять с таким же метражом любую другую пряжу. В плотность попадете, потому что спицы используем 3,5. Я думаю, что спицы решают здесь многое. Так, и давайте сейчас, значит, смотрим выбор пряжи, затем, как всегда, схема, выкройка, мои расчеты, и мы вяжем свой образец узора, и мои объяснения, которые в самом конце видео всегда, где мы составляем с вами описание. Я показываю, как распределяется узор на тот или иной размер. Все в расчетах, девочки. Все расчеты я выкладываю под видео. То есть там полная инструкция в виде текста для вас. Итак, мы сегодня рассматриваем размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52. Итак, приступаем к выбору пряжи. Итак, девочки, я выбрала пряжу Призма для вязания. Вот такой оттенок, очень приятный, брендовый, очень часто используется, очень хорошо смотрится. Пряжу, которую мы будем с вами использовать, смотрим внимательно. Так, что тут написано? В 50 грамм 145 метров. Это Италия по заказу России. Вот, ну и все. Состав 70% шерсть мериноса и 30% вискоза. Знаете, очень хорошее качество пряжи. Я очень довольна. Цвет. О, здесь ничего не поймешь. Ну, в общем, вот такой вот очень красивый оттенок. Если вам что-то вот это даст 15-8, что это, не знаю. Спицы мы используем 3,5. Вот так выглядит наш узор. Вот так выглядит наша коса. Очень красивая и несложная в исполнении коса. Очень много изнаночной глади. Пряжа великолепного качества. Великолепного. Она немножечко, знаете, на шелк похожа. Ну, понятно, что вискоза, да? Такая немножечко блестит слегка, не сильно. Вот. И прекрасно ложится в полотно, вы видите, да? Очень мягкая, нежная, абсолютно не колется. Просто великолепная для данного джемпера. Это очень качественная пряжа. Я ее всем рекомендую. Мне она нравится. Бесподобный вариант. Так, и цвет прям очень такой красивый, очень похож на оригинал, да. Он такой еще, знаете, немножко, видите, белесый, как бы такой, знаете, немного меланжевый эффект получается. Так, а давайте посмотрим теперь схему. Итак, у нас вот такая схема будет участвовать в сегодняшнем мастер-классе. Я нарисовала ее. 12 петелечек наша коса. Вот эти все пустые клеточки – это лицевая гладь, естественно, да. Ну и вот тут я показала, как изнаночная гладь горизонтальными черточками с двух сторон идет. Раппорт узора составляет 22 ряда. И вот эти знаки – это перекрещивание 4 петель направо. Здесь только такой знак один и используется. Мы везде перекрещиваем направо 4 петли. По 2. Как это сделать легко и просто, смотрите в сегодняшнем моем мастер-классе. Вторая схема у нас есть. Ага, выкройка. Ну, давайте выкройку начнем. Выкройка вот такое, скажем так, имеет вид, да, то есть это классика в чистом ее виде. V-образный вырез у пуловера по переду. И, в общем-то, такая вот классическая выкройка, которая заполнится цифрами, когда я буду вам показывать уже свои объяснения и расчеты. То есть это вторая часть видео, приблизительно 10-15 минут от конца. Всегда бывает, вот так я делаю, компоную свой мастер-класс. Так, ага.
Листаю, листаю, никак не найду свою выкройку. Вот она. Так, и вот смотрите, здесь у нас схема спинки. То есть она состоит из 8 лицевых и 10 изнаночных. Можно ее было даже, наверное, не показывать, да? И такое вот описание я составляю всегда. Выкладываю его под видео. Размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52. И все вот это попетельное описание смотрите сегодня, откуда все эти петли взялись. Смотрите, пожалуйста, внимательно. Я об этом буду говорить, как я уже сказала, во второй части видео. То есть с конца смотрите, там оттуда идут, так скажем, объяснялки. Да? Так, ну а так оно все будет выложено под видео, этот текст. А сейчас приступаем к вязанию узора. Итак, девочки, для образца я набрала 42 петли. Почему так? Сейчас объясню. Значит, у меня будет коса 12 петелечек занимать по центру. С двух сторон у меня идут, значит, лицевая и изнаночная гладь. У меня 5 петелечек изнаночных, 4 лицевые, 5 изнаночных. Затем идет коса на 12 петельках. Затем 5 изнаночных, 4 лицевые, 5 изнаночных. Почему так сделала? Потому что нам надо обязательно измерить плотность еще вот это вот сочетание лицевой и изнаночной глади. У нас так будет вязаться спинка. Там нет косы. Вот. Это для этого я такой широкий делаю образец. И поэтому я буду вам показывать именно так. Я уже связала 10 рядов в высоту, 10 рядов. И сейчас приступаю к вязанию первого ряда. Скажем так, это у нас были вспомогательные ряды. Можете их не вязать, можете прям с первого ряда вязать. Итак, вяжем 5 изнаночных, 4 лицевые, 5 изнаночных. Приступаем к вязанию косы. Вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Затем следующие 4 петли перекрещиваем направо. Снимаем 4 петли на правую спицу. Затем первые 2 петли за работу оставляем за работой. Высвобождаем следующие 2 петли перед работой, они у нас. С помощью правой спицы возвращаем их на левую. Вот у нас перекрестились 4 петли направо. И вяжем все 4 петли лицевыми. Вот. И остались в косе 4 лицевые. Связали косичку, первый ряд. Дальше у нас идут 5 изнаночных, 4 лицевые, 5 изнаночных. Кромочные вяжем изнаночные. Все четные ряды будем вязать, как смотрят петли. Вяжем третий ряд. Опять у нас идут 5 изнаночных, 4 лицевые, 5 изнаночных, наша коса, 2 лицевые, 4 петли перекрещиваем направо, снимаем 4 петли на правую спицу, 2 за работой, 2 перед работой, поменяли их местами, вяжем как 4 лицевые. Далее в косе осталось 6 лицевых. Мы будем следующие 4 петли перекрещивать опять направо. Снимаем следующие 4 петли и меняем их местами. Так же, как только что делали. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. Все 4 вяжем лицевыми. И еще 2 петли лицевые просто вяжем без перекрещиваний. Вот так. Дальше вяжем
Остались за косой 5 изнаночных, 4 лицевые, 5 изнаночных. Кромочные тоже изнаночные. Отлично. Четвертый ряд вяжем, как смотрят петли. Пятый ряд у нас вяжем коса наша, 5 изнаночных, 4 лицевые, 5 изнаночных, наша коса. Вяжем 4 петли, перекрещиваем направо, 2 за работой, следующие 2 перед работой высвобождаются, вяжем все 4 лицевыми. Следующие 4 петли снова перекрещиваем направо, снимаем 4 петли на правую спицу, первые 2 за работой, 2 высвобождаются перед работой, поменяли их местами, вяжем как 4 лицевые. И следующие 4 петли снова перекрещиваем направо, снимаем их на правую спицу, первые 2 за работой, высвобождаем следующие 2 перед работой, и все 4 вяжем лицевыми. Все, поменяли, вот так провязали, перекрестили. Дальше вяжем 5 изнаночных, 4 лицевые, 5 изнаночных, кромочные тоже изнаночные. Шестой ряд переворачиваем изнаночный, вяжем, как смотрят петли. Седьмой ряд вяжем. Первые 5 изнаночных идут, 4 лицевые, опять 5 изнаночных, и далее у нас идет коса на 12 петельках. Первые 2 лицевые петли, следующие 4 петли перекрещиваем направо. Сняли 4 петли на правую спицу, 2 за работой, 2 перед работой, поменяли местами, провязали 4 лицевые. Далее снова 4 петли перекрещиваем направо. Снимаем 4 петли на правую спицу и меняем их местами. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой, провязали как 4 лицевые. И осталось еще 2 лицевые, просто вяжем их. Все. Так, и дальше у нас идут с вами 5 изнаночных, 4 лицевые, 5 изнаночных, кромочная, изнаночная. Восьмой ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 9 ряд. Опять начинаем 5 изнаночных, 4 лицевые, 5 изнаночных. Наша коса на 12 петлях, вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Следующие 4 петли перекрещиваем направо. 4 петли снимаем на правую спицу. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. Поменяли местами, вяжем как 4 лицевые. Перекрестили, да? И осталось еще 4 лицевые на спицах. Вяжем их в косе просто как 4 лицевые. Все. Дальше у нас идут с вами 5 изнаночных, 4 лицевые, 5 изнаночных, кромочная, изнаночная. 10 ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 11 ряд.
Это совсем простой ряд. Вяжем также 5 изнаночных. Начинаем образец. Затем у нас идут 4 лицевые, 5 изнаночных снова. А в косе просто 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Опять идут 5 изнаночных, 4 лицевые, 5 изнаночных, кромочную вяжем изнаночной петлей, переворачиваем 12 ряд, вяжем как смотрят петли. И смотрите дальше, девочки, по схеме 11 ряд, 13 ряд, 15, 17, 19, 21 ряды вы вяжете как 11. И на этом раппорт заканчивается, идет повтор с первого ряда. То есть вот 23 ряд это тот же самый первый ряд. Понятно, да? И повторяете раппорт. Сейчас я буду самостоятельно вязать высоту образец. Вот. Мне это важно. Посмотреть, как этот узор смотрится в реальную величину, да? И мы будем делать с вами расчет плотности. Затем. Делаем влажную тепловую обработку горячим паром. Вытягиваем образец. Он влажненький, податливый. Тянем его в разные стороны. Особенно вот эти края надо отпаривать. Вот косу как раз не слишком старайтесь, девочки, отпарить, хотя ее тоже надо, наверное, распрямлять. Она у нас плоская. Плоская коса, можно ее отпаривать, ничего страшного с ней уже не будет. Никакой пышноты в этой косе нет. Полностью я все вытянула и расправила. Еще раз потянуть в длину и оставляем вот так сохнуть образец. Итак, теперь будем делать расчет плотности. Прикладываем нашу линеечку. Итак, вот образец высох, да, все хорошо. Свободненько его укладываем на ровную поверхность. Все расправлено у нас. Прикладываем линеечку. Кромочная участвует у нас в расчете. Итак, получается, девочки, 19,5 сантиметров у меня. 42 петли участвовало в узоре. Разделить на 19,5 сантиметров. Получаем 2,15. Записать надо обязательно, чтобы не забыть. Я пишу, что средняя плотность в 1 сантиметре 2,15 петель. Теперь по вертикали. Берем также образец и измеряем в свободном состоянии его высоту 16,5. Считаем ряды, четко считаем ряды. 44 ряда получается, и мы делим на 16,5 сантиметров. Получим циферку 2,6, даже 2,65. Запишем также, что в 1 сантиметре 2,65 ряда. Вот такая плотность. Сейчас с этими цифрами продолжаем делать расчеты. Смотрим выкройку. Вот такую выкройку я буду использовать для своих расчетов. Мы будем сегодня с вами обсуждать размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52.
Ширина спинки и переда 48 первый размер сантиметров, второй 54, третий 58 сантиметров. То есть это не совсем прям такое свободный на 2 размера больше, да. Это то, что нужно, девочки. Небольшое количество петелек идет на облегание свободное. Все. Остальное смотрим, будет нормально сидеть, я думаю. Так, длина изделия у меня 58, 59, 60 от размера, да, зависит. И смотрим сразу, сколько это в петельках выражается. Значит, по спинке и переду разная плотность. По спинке у нас идет сочетание 8 петелечек лицевой глади и 10 петелечек изнаночной глади. Вот. И вот это вот сочетание будет у нас с плотностью в 1 сантиметре 2 петли по горизонтали. По вертикали плотность одинаковая. Вот эти вот 15 сотых, это вот за счет того, что здесь есть косы, и они сборят полотно, да? Поэтому здесь вот так получается, а по спинке получается другое количество петелечек. И вот у меня в петель-эквиваленте я вам объяснила, да, плотность по горизонтали разная, получается на первый размер по переду 102 петли, а по спинке 96. Затем по второму размеру по переду 116 петелек, по второму 108. И по третьему размеру 124 петли идет на перед, 116 петель идет на спинку. По спинке узор распределяем следующим образом. Итак, в обоих случаях у нас на резинку набирается меньшее количество петель. Затем в последнем изнаночном ряду мы делаем прибавки. Об этом я подробно буду писать в описании под видео, которое я выкладываю. Здесь я об этом ничего не говорю, уже конкретно называю цифры, с которыми мы выходим на распределение узоров. Вот. И по спинке у меня вот что получается. Значит, по центру у меня у спинки на все размеры 8 петелечек идет лицевая гладь, 10 изнаночная с двух сторон. Опять 8 петелек лицевая гладь, 10 изнаночная. 8 петелек лицевая гладь. А вот здесь уже в зависимости от размера идет изнаночная гладь. Для первого размера по 7 петелек изнаночных, ну и с учетом кромочных. Для второго размера по 13 петелек изнаночных. Для третьего размера по 17 петелек изнаночных. А вот эта сердцевина, скажем так, она у нас 82 петли с учетом кромочных, остается неизменной на все размеры. Понятно? Да? По переду распределение узоров идет следующим образом. 3 косы по 12 петелек у нас идут. Причем я заостряла внимание, косы распределяются таким образом, располагаются на расстоянии друг от друга, так, чтобы вот здесь у края начиналась новая коса, да, то есть вот здесь, где у нас идет, заканчивается вырез горловины, вот здесь начинается коса. То есть вот так красиво она сюда поднимается от низу до верху, и нигде она у нас не попадает в закрытие по вырезу горловины петель. Понимаете? То есть вот так вот распределяем. Поэтому с учетом этой особенности узора расположения у меня идет на первый размер, значит, от центра пляшем, коса по центру на 12 петлях и 15 изнаночных справа, 15 изнаночных слева. Для второго размера 16 изнаночных, для третьего 17 изнаночных. Вот. Затем начинаются 2 косы еще симметрично с двух сторон от центра на 12 петельках. И заканчивается все опять изнаночной гладью. Первый размер это 17 изнаночных петелек, самый крайний. Второй 23 изнаночные. Третий размер 26 изнаночных. Ну и кромочный, соответственно. Вот таким образом. И мы выходим вот на это количество. 102 петли, 116, 124 петли. Вот такое расположение узоров. Вы можете по-своему расположить эти узоры. Самое главное, что у вас есть коса
Вы можете скомпоновать узор как хотите, девочки, если честно. Вот. Я вот так вот вам рекомендую. Во всяком случае, то, что я увидела в оригинале, так я постаралась этот оригинал воссоздать. Так, по рукавчику чисто изнаночная гладь идет. И здесь тоже плотность будет 2 использоваться по горизонтали. По вертикали. Теперь давайте по нюансам пойдем самой выкройки. Небольшая пройма, необычная. Вы видели, немножко спускается рукавчик, да? Плечо, то есть немножко спускается. Вот такая вот моделька интересная. Поэтому я делаю всего 4 глубину выреза проймы, всего 4 сантиметра на все размеры. Вот. И в петельном эквиваленте пишу это 8 петелек всего. Вот. По вырезу горловины. Ширина выреза горловины, спинки и переда у меня 10-11, то есть это в сантиметрах половинчатый размер, то есть 20 и 22 сантиметра. И получается в петельном эквиваленте я пишу 42 петли первый размер, 44 петли второй, 46 петелечек для третьего размера у меня определяется. И все, что остается в разнице, это петли плеч 22, 28, 31 петля. Вы пройму на большие размеры можете побольше сделать, понимаете? То есть не 8, там, а 9, 10, как хотите. В принципе, это все в ваших руках. Углубить пройму. Так, теперь что касается V-образного выреза горловины. Здесь идет, соответственно, значит, от центра мы начинаем равномерно делать убавки. У меня получается первый размер 21 убавка, второй 22 петли убавок и третий 40 и в третий 23 петли. Высоту я сделала 20 сантиметров. С учетом нашей вертикальной плотности это выражается как 54 ряда, да? То есть 54 ряда надо разделить на 21 петлю, чтобы посчитать, сколько, через какое расстояние делать убавки, через сколько рядов. И я вам сейчас скажу. 20 сантиметров мы умножаем на нашу плотность по вертикали, которую мы определили как 2,65, и получаем 53 ряда. Но можно взять 52 ряда, можно взять 54 ряда, всегда берется четное число. Вот я взяла 54 ряда. У меня получается, что прибавки надо чередовать. В каждом втором и третьем ряду делать по одной прибавке. То есть первая прибавка во втором ряду, вторая прибавка в третьем, следующая опять во втором, в третьем. То есть вот так. Для второго размера у меня также получается второй, третий ряд. А вот для третьего размера можно сказать, что в каждом втором ряду делается убавка. Понятно, да? Теперь вертикальную плотность никогда не игнорируем. Все сантиметры, которые у вас есть по вертикали, переводим в ряды с помощью вертикальной плотности. Как это сделать? Кто не знает, я вам только что объяснила. Сантиметры умножаем на вертикальную плотность. Получаются ряды. Дальше. Идем. Да, вот здесь пройма у нас и скос плеча еще. Девочки, вот смотрите. Скос плеча. Как его сформировать, я напишу в описании. Далее, здесь вот у нас еще с вами есть высота. Высота проймы идет 20, 22,5, второй размер 23 сантиметра. Имейте это в виду. По рукавчику. Длину, конечно, под себя регулируйте. Кстати, и длину изделия также, девочки, под себя. Кто-то хочет укороченный, кто-то хочет удлиненный. Там уже у нас рост у всех разный. Да? Эту цифру для себя корректируйте, пожалуйста. Смотрите, здесь рукав, общая длина 60 сантиметров беру. Возможно, это с учетом вот этой вот пышной манжеточки здесь. Предлагаю начать с резинки 1 на 1 на высоту 10 сантиметров приблизительно, как в оригинале. Затем в последнем изнаночном ряду прибавить 10 петелек, чтобы здесь небольшой такой был напуск красивый у рукавчика. Равномерно прибавить.
10 петелек на все размеры. И с этими цифрами выйти уже на изнаночную гладь 60, 62, 64 петли. В зависимости от размера. Дальше. По окату рукавчика в самой широкой части до оката получается делаю 38 сантиметров. Затем здесь 21,5 сантиметр, это умножить на 2, и 22 сантиметра умножить на 2. Да? И в петельном эквиваленте с плотностью 2 получаем 76 петелек, 86 петелек, 88 петелек. Затем из этих больших цифр вычитаем то, что у нас по низу рукава, получаем разницу. И эту разницу вот сюда я записываю, на каждый скос будем прибавки делать. В первом размере 8 петелечек, в последующих двух размерах по 12 петелечек на каждый скос. По моим расчетам у меня от планки до оката 39,5 сантиметров. Перевела с помощью вертикальной плотности в ряды, получила 104 ряда. И вот эти петли стала делить. Значит, 104 ряда делю на эти петли. Получается, в первом случае, где 8 петелек прибавить, прибавки делать в каждом 13 ряду. Там, где 12 петелек надо прибавить, прибавки чередуем в каждом 8-9 ряду, по моим расчетам. Аналогично считайте для себя, если длина будет другая. Да? Понятно. Вот эти ряды делите на петли, которые у вас по скосу прибавляются. То есть высоту скоса в рядах делите на количество петелек, которые прибавляете. Получаете интервал, через который у вас будут идти прибавки равномерные. Все. Окат формируете по выкройке в натуральную величину для новичков. Для опытных вязальщиц ничего объяснять не буду. Сами знаете логарифм этих вот убавок. Все. Все, что могла, рассказала. Описание будет выложено под видео. Здесь у нас у спинки, не сказала, тоже есть вырез небольшой. Все увидите, девочки, в описании под видео в виде текста. До новых встреч, мои хорошие. Желаю вам удачи.